Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайка, и сегодня я представлю на ваш суд недефолтный выпуск ключевых раундов, в котором расскажу, как рожденные побеждать с помощью командной синергии адаптируются к проигранному старту. Для примера я взял 9-й раунд финала Эпицентра против FaZe, который они выиграли, несмотря на отданный open frag, отсутствие гранат и ужасный счет карты в целом. Исходя из того, что решил рандом, у Эдварда ближний респ. Именно ему выпала судьба занимать позицию Олафа под флешку Элика. Иоанн пропрыгивает незамеченным, не получив значительного дэмэджа от тайминговой гранаты. В этот момент слепой Гардиан дает шальную пулю. В репике он проверяет наличие крови на стене и ждет выпад Симпла. Не имея никакой активности со стороны снайпера Нави, Словак дает инфу, что стартовая флешка была или для прохода за синий, или как фейк, чтобы FaZe укрепили апленд при атаке Б от Нави. Поэтому Гардиан уходит контролить верхний парапет, а Рейн и Ника по очереди кроют вагон. В это время Эдвард ждет ошибки противника, которого можно было легко поймать на тень. Спину ему прикрывает Флейми с мейна. Но FaZe, даже несмотря на преимущество в счете, не решаются на заведомо проигрышную агрессию и стоят в железном дефенсе. Стадия распределения мап-контроля проходит параллельно обмену ресурсами. Молотов Элика против пуша зелени кроется смоком от Ника. В ответ на раскид А, Баснец тратит молик под верх-низ и Хае за дым Флейми. Для изображения сплита А Элик закрывает зелень, Зевс дает дым на правый дефолт и флэш, под которую стоило бы открыться Эдварду, но это было бы слишком читаемо, поэтому он решает выждать тайминг истечения смока между красным и синим вагоном, чтобы КТ отвлекся на прочек мейна. Ника же играет прямолинейно, полностью опираясь на имбовую в этом раскиде смоков позицию Рейна. Исход Open дуэли был очевиден, ноги Эдварда видны до его выхода. Кастеры в ситуации 4 в 5 говорят, что отданный open frag — это катастрофа только за сторону защиты. Это имеет смысл, но иногда и атака не брезгует уходить на сейв вчетвером. Особенно часто мы наблюдаем это на Инферно. Если принимать начало раунда за вероятность победы 50 на 50, то Open дуэль имеет вес в 20%. Посмотрев на статистику выигранных раундов по этому параметру, мы увидим закономерность сквозь всю историю CSGO у всех топовых команд. Отдав первый килл, шанс выиграть раунд равен примерно 30%. Шанс забрать раунд вслед за ФБ аналогично равен 70%. Я сомневаюсь, что многие задумываются, как важно не нафидить ради эфемерной инфы. Если я вас заинтересовал темой энтрифрага, то пишите в комменты, и я подробнее разберу, как можно прокачать себя в этой роли на конкретных примерах. Но сегодня речь о другом, так что давайте вернемся к матчу. Первым делом после минуса нужно оценить имеющуюся информацию и, сгруппировавшись, выбрать вектор атаки самой слабой точки противника. С одной стороны, Simple и Зевс не встретили отпор под плентом Б после раскида А. Делаем вывод, что КТ не пушили, и, сконцентрировавшись на А, они занимают дальние позиции. FaZe времен Керригана играли за защиту методично, не меняя позиции, если на карте ничего не происходит, что всегда было интересно наблюдать в контрасте с реактивной атакой. Читая КТ точки, можно быстро ворваться на Б, под смок на нижний, но это ограничилось бы лишь установкой бомбы, потому что против целой команды сдержать ретейк на Б очень сложно. Ищем другой вариант. После первого раскида остался только один смок, и, зная об АВП Гардиана, его нужно использовать для изоляции самой вариативной позиции снайпера. Выбор падает на коннектор и сплитить А с упором на мейн. FaZe так бы и поступили, поэтому ожидали именно такой лейт, чем Нави и пользуются. Зевс в соло чекает позиции сверхниза для получения дополнительной инфы об укреплении А. Далее Simple бросает фейкующий дым, пока тиммейты перекрестным огнем заходят в зелень. Имея численное преимущество, FaZe не собирались покидать плент, поэтому задоджить лобовую атаку и вскрыть периферию сайта, которую очевидно будет крыть только один игрок, это лучший из представленных сценариев. После первого для Нави килла Зевс пушит за зеленый и байтит на себя прыжком, чтобы КТ зажал в него и Элик мог безопасно выйти на стрейф. Флейми тем временем сразу обрезает перетяжку. Он забирает затылок Ника в пленте и мгновенно переводится на хелпующего с Б.
Олаф слил свою позицию, зажимая дефолт во время установки C4, но имея такой счет, Нави не собирались терять девайсы, бегая за сейвищем. Поэтому Last Frag от Flamey это скорее ошибка шведа. Несмотря на отличное позиционирование, Егор был сам удивлен произошедшему. На этом у меня все. Надеюсь, такой формат вам понравился. Если это так, дайте мне знать, и я с удовольствием продолжу в том же духе. Спасибо за ваше внимание и увидимся через какое-то там количество времени.